Эту квартирку мы сделали специально для сдачи посудочной аренды на Airbnb. И вот она наконец-то готова, и сегодня будет первый посетитель. Вот, кстати, вот это как раз она. Пойдем встречать. Кто у нас там пришел? Первый посетитель. Привет. Заходи. Смотри, у нас тут можно не разуваться. Вот это плитка. Плитка у нас прям вообще везде на полу. Это плитка под дерево. И можно ходить в каблуках, в чем угодно. Можно прыгать, бегать, скакать, что угодно делать. Класс. Это гостиная. Какая красивая. Вот там, смотри, вид какой шикарный. Да, потрясающий вид. Но здесь самый классный вид, конечно, ночью. Ночью здесь просто бомбовый вид. Сейчас тоже прикольно, вот эти облака, они высоко, и такой вот небоскребный вид. А бывает, что облака вообще опускаются, и получается прям такие пики торчат только сверху. Это квартира двухспальная, с кухней, гостиной. Это у нас кухня. А что это такое? Ты готовишь? Ну так. Ну, обычно в съемных квартирах никто не готовит, но это вытяжка островная здесь, потому что если бы мы повесили сверху вытяжку какую-то, было бы очень некрасиво. Она реально очень круто работает. Вот если ее включить, то пар прям вот сюда вот засасывается, это очень красиво выглядит. Смотри, еще проблема бывает вот дома, да? Ты сидишь такая, и тебе нужно выключить или включить торшер. И ты думаешь, а где вот эта вот кнопка у него, выключатель? Все вот это вот управление у нас управляется с помощью выключателей Schneider Electric серии D-Life. На самом деле 3 поста всего, но они вот без рамок, и кажется, что это просто один большой выключатель. На той квартире во время съемки мы не успели доделать выключатели. Я вот сейчас покажу, как мы делаем вообще на объектах. Есть у нас, да, небольшая проблемка, когда у нас много выключателей, да, много сейчас всяких разных зон. Это выглядит как просто пианино. Непонятно, на что надо нажимать, все кнопки-то одинаковые. Поэтому мы сделали вот такие вот наклеечки. Они вот ровно для этой серии выключателей D-Life, они вот сделаны прям ровно в край. То есть эта наклейка полностью на всю вот эту вот клавишу. Она матовая, не глянцевая, ее прям вот, ну вот реально не видно, что это какая-то наклейка. Кажется, что вот это какая-то гравировка. Гравировку сложно сделать на выключателях, поэтому сделали такие наклейки. Вот это, например, у нас зона обеденная, это переговорка, а вот это вот телевизионная зона. Смотрите, вот сейчас выключаю. Вот так это работает. Если кому-то нужны вот такие вот наклеечки, там мы уже все пиктограммки разработали для каждой зоны включения. Я оставлю ссылочку в описании, они вот ровно сделаны для этих вот выключателей, которые мы всегда используем. Schneider D-Life, кому надо, скачивайте, ну и на сами выключатели я тоже ссылочку оставлю. Единственное, что здесь нету раковины, да, раковина немножко спрятана. Да, вот пойдем туда, вот открываю эту дверь. До конца. А потом задвигаешь ее внутрь. Ого. Так. Ничего себе, техника. Внизу духовка, да, а сверху СВЧ печь. Попробуй вот ее открыть. Не сломаю. Она открывается кнопкой. О, здравствуйте. Здесь у нас прямо напротив, видишь, башня стоит, да? И если вдруг захочется чем-то интересным заниматься, и чтобы никто не спалил, что тут происходит в башне, то можно нажать вон ту кнопочку, вот верхний левый. Едет очень быстро. Это вдруг, если хочется чем-то таким интересным позаниматься, да, ну придется чуть-чуть подождать. У нас есть вот еще вот такой пультик, он управляет наклоном. О, вот, мы можем наклонить посильнее, поменьше. Такая атмосферка, да, прям вот уютная очень. Эти жалюзи необычные, там какие-то офисные. Это хорошие, дорогие деревянные жалюзи, выглядят реально очень круто. Если нужны кому такие жалюзи и вообще шторы и так далее, у нас один и тот же поставщик по шторам, очень классный. Я ссылочку на него оставлю в описании. Кому надо, обращайтесь. Готова принимать информацию? Сейчас столько всего узнала нового-то, а? С ума сойдешь. А вот это вот непростая столешница. Если темную столешницу мы делаем, на ней видно отпечатки, жир. И здесь ничего не видно, потому что она матовая и рельефная. Это столешница от Logitech. Как будто это вулканическая порода какая-то. Сбоку она такого же цвета, как и сверху, потому что у керамических панелей тоже бывает проблема, они сбоку какие-нибудь белые, сверху-то красивые, а сбоку говно.
Все, дальше у нас, смотри, какой диванчик. Это диванчик итальянский, Lema Cloud. Как тебе? Потрясающе удобно. Да, у него фишка у этого диванчика, что у него есть вот такой вот подлокотник. Я подумала, это подушка. Больше ни у кого такого нет, только у этих диванов. Вот как тебе по ощущениям сидится? Как Ну, я нормально? люблю низкие диваны, мне прям комфортно. Да, для тех, кто хочет, например, высокие, это может быть не самая классная штука. Вот здесь у нас есть столики справа и слева, да, за краешек. Прикольно. И кушать что-нибудь, тут сидеть, телевизор смотреть. Это идеальный вариант. А здесь, смотри, здесь 2 ковра, ты заметила? Кстати, недорогие. Всего 60 тысяч рублей вот этот большой коврик и 40 тысяч маленький. На все, что здесь я говорю, там на диваны, торшеры, эти светильники, на все будет ссылочка внизу в описании. А вот здесь, смотри, какая штука, здесь тоже наша разработочка. Вот если, например, тебе хочется зарядить телефон, поставить ноут на зарядку, поставить какой-нибудь PlayStation, ты вот отгибаешь ее. Да, и она причем на шарнире. Классно. Пульпу уже миллион раз увидели. Вот эта вот версия в матовом стекле. В матовом, кстати, мне намного больше нравится, потому что глянцевые, они реально прям адски ляпаются. А здесь у нас вообще вся история была в том, чтобы сделать неубиваемый интерьер. Вот прям стены все покрашены моющейся краской. Можно прям вот шампанским облить, и ты отмоешь 100%. И можно реально шампанским облить пол. Это все плитка. И если даже ходить вот босиком, тоже нет сильно большого какого-то ощущения, что это какая-то плитка. А вот пойдем к стульям. Это прям вот наша разработка. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, Стол этот специально вот заходит так на остров, как бы продолжение острова. Стол сделан из слэба керамогранита. Если бы он был глянцевый, то все бы отпечатки здесь просто оставались. А он матовый серый, здесь не остаются отпечатки. Ну, попробуй, просто нажимаешь, и не видно никаких отпечатков, грязь не видно, ничего такого. Он стоит на одной ножке вот здесь вот. И она тоже точно такая же из керамогранита. Но у нас, конечно же, без косяков здесь не обошлось. Признавайся. Вот эти стулья мы заказывали онлайн на Украине, и они немножко тяжеловаты. Тяжеловато, да, сейчас. Прям тяжеловаты. И они не самые удобные. Но Нет, вот если подушку какую-нибудь предложить, то прикольно. после съемок мы, конечно, решили эту проблему. Мы купили новые стулья, и теперь все, кто приезжает, уже сидят на новых стульях. Так бывает, на самом деле, когда покупаешь что-то онлайн, а сейчас вообще все приходится покупать онлайн. Сейчас же это вот пандемия, коронавирус, и ты не можешь никуда съездить, это посмотреть, это вот вообще печаль. Пойдем посмотрим на шкаф. Это стеклянный шкаф. Открывай дверку и входим. Опа. Вот это неожиданно. Ничего себе. Да, в этом стеклянном шкафу чуть больше, чем шкаф. Это ванна? Да, это ванна. То есть, в принципе, можно принять ванну и сразу спать. Конечно, очень удобно. Лежать прям, ну, кайф. И большая, и удобная. Посмотри, здесь такой вот наклон. Здесь сидеть реально очень удобно. И стоит ванна прям супер недорого. Это NT Bathrooms. Она стоит, по-моему, 160 тысяч рублей всего. Вся фишка в том, что здесь можно смотреть и закаты, и рассветы. Это электрохромное стекло. Видишь, смотри, ты нажимаешь кнопочку, и оно перестает быть прозрачным. Здесь пленочка наклеена на стекло. И пленка двухслойная. Пленка точно такая же, как у тебя на телефоне, электропроводящая. И между этими пленками такие кристаллики лежат. Когда у нас электричество между пленками подается, кристаллики поворачиваются. Прикольно. И ты смотришь как через жалюзи, по сути. Просто залипать. Вот видишь, здесь они немножко такие затемненные. Если бы мы не затемнили их, они бы были мутные. Прям реально некрасивые, мутные. И их надо немножко затемнять вот такой вот пленкой темной. И вот сейчас мы нашли ребят, которые реально очень круто делают. Я ссылочку на них оставлю. Кому нужен электрохром, обращайтесь. Они прям реально красавчики. А вот здесь, смотри, это речная перегородка. Она сделана для того, чтобы придать больше такого нуара. То есть, чтобы не создавалось ощущение того, что с той стороны видно прям все, что здесь происходит. Смотри дальше, тут приколы не заканчиваются. Вот это вот низкая кроватка. Вообще здесь все низкое. Я очень люблю низкие предметы, они прям круто смотрятся. И смотри, вот здесь вот дополнительное место под шкаф. Сделан он специально чуть-чуть выше, чем этот светильник, чтобы дверки открываясь, никого не били. Вспомни себя, когда ты приезжаешь в другую страну, у них там розетка всегда своя, какая-то непонятная. Здесь мы специально поставили USB розеточки. Можно телефон
телефон заряжать, не надо париться с этими розетками. Это смеситель высокий от порционосы, он специально для таких ванн вот с длинным изливом. И вот эта вот лейка, она специально пластиковая. Если вот ты кинешь вот эту вот лейку вот сюда, ничего не сломается, ничего не будет шоркать, елозить, вот этого вот металлического звука никакого не будет. И опять же здесь можно плескаться. Здесь у нас везде керамогранит под дерево от порционоса, он очень красивый, его вообще можно спутать реально с деревом. А вот эти растения, что думаешь за растения? Не знаю, они живые? Нет, они не живые. Сейчас реально научились делать супер натуральные растения. Ну, очень похоже. Прям вот близко-то подходишь, похоже, а вот издалека оно просто вообще настоящее растение. И я вот домой себе вот такую штуку вот сам себе домой поставил. Офигенно стоит вот эта пальма. Не поливать ничего не надо, у тебя цветок всегда в красивом настроении. Тут на самом деле не просто, да, цветочки. Тут вот нужен сам цветок, нужен горшок вот этот вот. И вот этот вот еще наполнитель сверху. На весь этот комплект я ссылочку внизу оставлю. Кому нужно, комплектиком забирайте. Просто цветок, он, конечно, никому не нужен. Эти светильнички Xal, они крутятся, и мы их направили так, чтобы они светили на стену и вниз. Чтобы не били в глаза, но создавали рисунок на самой стене. Можно вот немножко покрутить и сделать реально рисунок на стене. Вообще здесь у нас везде по всей квартире стоят трековые светильники Центр Свет. В них можно вставлять разный свет. И весь свет сделан так, что он не бьет в глаза. Да, вот чувствуешь? Да, он такой легкий, теплый и не напрягает вообще никак. Ну, пойдем дальше. Вот тут у нас душевая, а здесь находится раковина и вот вся такая зона. Здесь прикол вот в чем. Видишь, вот раковина, на нее ничего ставить нельзя. Как обычно на раковине же стоит очень много тюбиков. Мы поэтому сделали так, что их ставить никуда нельзя. Ставить можно сюда. Это полка Boca Line. Ссылочку на нее тоже оставлю, кому надо будет в описании. Сюда вот все вот эти вот предметы просто ставятся и красиво стоят. Они не загружают так пространство, и получается такая красивая полочка. Не выглядит это заваленным. А если вдруг что-то нужно, не знаю, там поставить то, что тебе не нравится, здесь у нас открывается шкаф, здесь тоже можно что-то наставить, там тюбики, которые прям совсем никому не нравятся. Да, ну и совсем, если вдруг туда не влезает, вот какой-нибудь фен можно положить прям вот сюда. Вот тут вот еще прикол. Представляешь, да, вот эту вот историю, когда ты стоишь под душем, вот под этим вот верхним, а он тебя обкатывает холодной водой. Это просто постоянно происходит, поэтому тебе нужно вот так вот дотянуться, и он начинает лить водичку. Мы подождали немножко водичку. Как только у нас хорошая водичка, теплая, мы ее выключаем, и все. И моемся. Ой, мы не выключаем, мы просто моемся. Плитка такого размера, конечно, не может дать вот этот рельеф. Вот здесь вот от подсветки уходит вот этот рельеф, и прям видно, что это натуральный камень. Он вот неровный весь такой красивый. Это порцеланоса Air Slate, цвет графит. Вот очень классный вот этот камень, прям рекомендую. Он стоит причем недорого и укладывается прям супер легко. Он просто клеится как обои. Не устаю восхищаться полом, потому что у нас пол везде один и тот же. И в душевой, и в ванной, и в спальне, и вообще везде один и тот же пол и прям одним контуром. Опять же, кому-то не нравится, что кто-то там будет сидеть, а ты красишься, ноги бреешь. Ну да, для того, чтобы было не видно, смотри, вот там есть такая же кнопка. Да. Ты ее нажимаешь, закрываешься. Пока. И делаешь все, что тебе хочется. Все полностью закрылось. Еще. И это еще не все. Здесь же у нас нет туалета. Да, это там, да? Да. Туалет у нас специально закрыт дверью для лучшей звукоизоляции. Если ты понимаешь, о чем я. Понимаю. А вот тут за дверкой у нас полотенцесушитель большой. Вот с такими пипочками. Сюда можно подвешивать полотенца. И они сушатся, да? Да, они сушатся. Это электрический полотенцесушитель. Он прекрасно все осушает. Классно. Но еще же не все. У нас здесь 2 спальни. Смотри, это квартира под сдачу. Мы сделали специально несколько спальных мест, чтобы можно было всем здесь расположиться. Чего себе! Вот это поворот!
У Вау. нас есть там спальня, у нас есть здесь спальня, и еще один человек может на диване разместиться. И это прям реально продуманное спальное место. Вот там вот видишь, есть розетка для того, чтобы зарядить телефон. И вот это вот справа у нас выключатель, нажми на него вниз. Если мы его нажимаем, то у нас закрываются все жалюзи. Ну, для того, чтобы уединиться в своей комнате. Но это еще опять не все. У нас приколы не заканчиваются на самом деле. Вот это вот огромное зеркало, специально мы его сделали, чтобы можно было вот, когда ты уходишь, заценить свой лук. И здесь у нас есть еще специальная лампочка холодного света, чтобы можно было посмотреть, как ты выглядишь при холодном, при теплом освещении. Тут так свет клево ложится вообще. А вот здесь, смотри, удобнейший пуфик, на котором можно снимать ботиночки. Тут можно просто остаться. Да, лично моего дизайна. Это мой пуфик Бока. Я забыл, как называется. По-моему, пуф называется. Тоже ссылочку на него оставлю. А вот там, да, вот там дополнительный санузел. Опа. Там стоит магнитный упор, его не видно с пола, но он поднимается под действием магнита и держит дверь. Чтобы там не убить человека, Да, чтобы не убить кого-то. Здесь тоже у нас стоит полочка Boca Line, большое круглое зеркало и вот это вот невероятно красивый керамогранит под дерево. Это X-Lite от Порцеланосы. Вот за этой дверью находится унитаз. Для того, чтобы его не видно было со входа. Здесь вот, конечно, есть немножко косячки. На этом объекте строители были не наши, поэтому есть вот, ну вот это, конечно, можно было поаккуратнее все сделать. Но в целом все хорошо. Вот если не придираться, то там примыкание, тогда все, в принципе, нормально. А то я же знаю вас, вы там придете, эту квартиру снимете, потом будете говорить, какой Миша мудак, какие у него строители мудаки. Мы специально подобрали всю краску, чтобы она сочеталась прям вот идеально в тон вот с этим вот шкафом. Видишь, вот тут шкаф, там дальше шкаф, это же тоже шкаф. Кстати, так и непонятно, поэтому я путала со стеной. Вот, это все шкафы, они покрашены вот в один и тот же цвет со стеной. И сами стены покрашены вот этой вот красочкой. Дируфа Ашендаш Сатин, она моющаяся, там, если кто-то тряпкой юлозит, моет что-то, тоже это все нормально отмывается, проблемы никакой нету. Еще и почему Дируфа, только они делают выкрас в тот цвет, который нам нужен. Вот нам нужно попасть краской в цвет шкафа, и Дируфа сделает нам вот стены прям вот в цвет шкафа. Такого просто никто не делает. На момент съемок я еще не знаю, сколько будет стоить пожить здесь. Я вот оставлю ссылочку внизу в описании. Посмотрите сами, кому надо, арендуйте. А Настя, хорошего тебе вечера. Я надеюсь, тебе квартира понравится. Мне очень понравилось. Располагайся. Пока-пока. Пока-пока.